Приветствую вас! Этот уникальный трехосный внедорожник под индексом ГАЗ-25, пожалуй, является самым таинственным довоенным автомобилем. О нем мало кто знал, потому что он создавался в атмосфере секретности. К тому же и не пошел в серийное производство. В средствах массовой информации о нем не было ни слова. Даже сейчас, спустя столько времени, о нем мы узнали лишь благодаря умельцам, которые его нашли в не очень хорошем состоянии и отреставрировали. А появился этот автомобиль как попытка создания вездехода для армии и народного хозяйства. Минимальные сроки с минимальными затратами. Так как с реализацией полного привода в то время возникли проблемы из-за дефицита комплектующих материалов и технологий. И выход нашли в увеличении количества колес, что в свою очередь уменьшало нагрузку на грунт и улучшало проходимость автомобиля. И заводское конструкторское бюро ГАЗ под руководством главного конструктора Виталия Андреевича Грачева пошло именно этим путем. На базе новейшего легкового автомобиля ГАЗ-М1 и грузовика ГАЗ-ААА разработали новый автомобиль повышенной проходимости. Но прежде чем создать штабной автомобиль ГАЗ-25, в июле 1937 года Грачевым был разработан и построен трехосный пикап ГАЗ-М21. От легкового автомобиля он получил двигатель, сцепление, тормоза, рулевое управление, передний мост, колеса и кузовные панели передка. От грузовика – ведущие мосты на балансированной подвеске, коробку передач и кабину. Параллельно с ним в 1938 году велась разработка и седана. Трехосный седан ГАЗ-25 рассматривался в качестве штабной машины для высшего командного состава РККА. Штабной седан строился по той же схеме и на тех же узлах, как и пикап, но уже с учетом устранения всех недостатков, которые были выявлены в ходе испытания пикапа. Все узлы автомобиля крепились на усиленной стальной штампованной лонжерной раме лесечного типа. Силовым агрегатом служил четырехцилиндровый рядный бензиновый двигатель мощностью 50 лошадиных сил, который был впоследствии заменен на двигатель ГАЗ-11. В паре с ним работала четырехступенчатая коробка передач. Крутящий момент передавался при помощи карданного вала, который был заключен в трубу и жестко крепился к картеру главной передачи на задние ведущие мосты, которые в свою очередь имели между собой гипоидную передачу. Задние два моста крепились к раме на балансированной подвеске с полуэллиптическими рессорами, а передние на продольных рессорах с гидравлическими амортизаторами рычажного типа. ГАЗ-25 отличался от пикапа ГАЗ-М21 уже установкой закрытого цельнометаллического кузова, у которого имелось 4 двери. Также кузов имел деревянные части в виде рамки центральной части крыши и боковые брусы крыши, к которым крепились дверные стойки. Внутренние панели салона и сиденья обтянуты серой или светло-коричневой тканью, а под цвет ценных пород были окрашены торпеды и рамки окон. На торпедо перед водителем располагались приборы, а напротив пассажира был бардачок, закрывающийся крышкой. Посередине торпеды была расположена рукоятка для поднятия вперед-вверх лобового стекла. Для выбора оптимального расстояния для педалей водительское сиденье можно было перемещать вперед-назад. Чтобы добраться до багажного отделения, которое находилось за задним сиденьем, нужно было открыть его с помощью ручки. Над багажным отделением разместили два запасных колеса. Закончивший разработку и создав два прототипа, Грачев так и не довел ГАЗ-25 до серийного производства. И были две причины. Во-первых, автомобиль нуждался в постоянной доводке, требовали тщательные испытания, на что времени, как всегда, не хватало. Да и хороший внедорожник возможен только с приводом на все колеса. Во-вторых, на руках Грачева оказались зарубежные шрусы, которые вполне можно было воспроизвести на оборудование ГАЗа. А выпустивший первый прототип будущего внедорожника ГАЗ-61 и вовсе отпала надобность в дополнительных мостах. К тому же ГАЗ-61, который быстро полюбился командным составом, оказался по проходимости лучше ГАЗ-25. Так бы и ушел в небытие смелый эксперимент роскошного внедорожника ГАЗ-25 конструктора Грачева, если бы случайно не был бы найден в плачевном состоянии опытный образец машины. А умельцами конструкторского бюро Смирнова отреставрирован и приведен в надлежащий вид, в том, в котором он разрабатывался изначально. И если мой ролик вам понравился и был полезен, не забываем ставить лайк. Приветствуются ваши комментарии под этим видео. Желаю вам всего хорошего. Пока.